В начале 2020 года астрономы с помощью одного из мощнейших телескопов на Земле заметили нечто необычное. Астероид, получивший обозначение 2022 ТР, появился из глубин космоса, и его траектория обещала захватывающее путешествие через Солнечную систему. Но то, что они обнаружили на его поверхности, превзошло все ожидания. На одном из его скальных образований исследователи увидели незнакомые символы, которые явно не имели ничего общего с известными нам языками. С самого начала эта находка вызвала настоящий фурор в научном мире. Специалисты из различных стран объединили усилия, чтобы понять, что именно означает это послание. Были привлечены специалисты из области лингвистики, антропологии и астрономии. Каждое новое изображение, полученное с астероида, ставило ученых перед новыми вызовами. Это был не просто набор случайных знаков. Они выглядели так, словно были частью сложной системы, имеющей четкую структуру. Работа по расшифровке началась немедленно. Исследователи организовали круглосуточные дежурства, чтобы не упустить ни одной детали. Сигналы из космоса, которые приходили в реальном времени, становились лакомым куском для множества научных групп. Каждый из них стремился первым найти ключ к разгадке этой загадки. Научные публикации выходили одна за другой, все обсуждали, что же могут означать эти символы. Параллельно с исследованиями была запущена масштабная программа по изучению самого астероида. Громадная команда ученых и инженеров разрабатывала миссии по отправке беспилотных аппаратов для сбора данных и образцов. Важно было не только расшифровать послание, но и понять, откуда оно могло исходить. Ученые предполагали, что астероид мог быть межзвездным мигрантом, который застрял в Солнечной системе, или же артефактом древней цивилизации, о которой мы и не подозревали. Вскоре сообщения о находке привлекли внимание не только ученых. Политики, бизнесмены и даже СМИ начали активное обсуждение этой темы. В социальных сетях появлялись различные теории и гипотезы о том, что это за послание. Одни утверждали, что это предостережение от инопланетян, другие, что это просто шутка какого-то гения, который решил оставить свой след в истории. Но ученые продолжали подряд сдерживать свой оптимизм и сосредоточились на фактах. Самые первые попытки расшифровки фокусировались на сравнительном анализе найденных символов с известными языками. Ученые искали хоть какие-то схожие черты с древними письменами, такими как клинопись или иероглифы. Однако, как ни странно, символы не поддавались никакой логике. Каждый раз, когда казалось, что расшифровка близка, она обрывалась на неразрешимой загадке. Тем временем астероид продолжал свой путь, и его скорость увеличивалась. Ученые осознавали, что времени было в обрез. Как только он покинет пределы Солнечной системы, все усилия по его изучению станут бесполезными. Это ведет нас к мысли, что на кону стоит не просто разгадка послания, но и возможность узнать что-то о цивилизациях, которые могли существовать до нас. Что, если это действительно обращение к человечеству? Что, если это ключ к разгадке тайн космоса? И вот, когда надежды начали угасать, произошел неожиданный поворот. В одной из лабораторий, где работали над анализом, ученые сделали невероятное открытие, которое могло изменить их подход к этому таинственному посланию. Эти символы могли оказаться не просто словами, а чем-то гораздо более значимым. Очередное открытие готовилось перевернуть все представления о том, что мы знаем о межзвездных сообщениях. Научные группы на Земле неустанно работали над расшифровкой загадочного послания с астероида, который стремительно двигался в межзвездное пространство. Когда символы были впервые обнаружены, их необычность вызвала у ученых бурю эмоций и вопросов. Проблема заключалась в том, что эти знаки не имели ничего общего с известными языками, и каждый новый шаг в расшифровке только усложнял задачу. В стремлении разгадать тайну исследователи начали с создания баз данных, куда заносили все найденные символы. Компьютерные алгоритмы, разработанные для анализа больших объемов данных, стали основным инструментом в этой борьбе за понимание. Ученые комбинировали технологии обработки естественного языка с методами машинного обучения, надеясь, что это поможет выявить закономерности в структуре и последовательности символов. Каждая новая сессия анализа приносила свои результаты. Группы лингвистов и криптографов стали искать схожие черты с известными письменными системами, но бесполезно. Некоторые символы напоминали древнеегипетские иероглифы, другие — клинопись шумеров. Однако ни одна из этих сравнений не привела к успеху. Ученые начали осознавать, что это сообщение могло представлять собой совершенно новую форму общения. Сложность задач также усугублялась отсутствием контекста. Как понимать символы, если не было известного языка или культуры, с которой они могли быть связаны? Внимание исследователей переключилось на более сложные методы. Погрузившись в методы статистического анализа, специалисты начали рассматривать символы как элементы кода. Были проведены эксперименты с различными способами кодирования и декодирования, которые часто использовались в шифровании сообщений. Тем временем ситуация с астероидом становилась все более напряженной. Его скорость увеличивалась, и в любой момент он мог покинуть пределы Солнечной системы. Ученые знали, что время работает против них. Ход событий стал предметом обсуждений на международных конференциях и семинарах.
Страны начали объединять усилия, чтобы ускорить процесс. Каждая научная группа стремилась быть первой, кто разгадал бы это послание, осознавая, что его значение может быть историческим. В этот момент внимание общественности к находке также возросло. Социальные сети наполнились слухами и спекуляциями о том, что же может означать это сообщение. Одни утверждали, что это призыв к миру от инопланетян, другие, что это нечто более зловещее. Ученые, однако, предпочитали игнорировать этот шум, сосредоточив свои усилия на научных данных, а не на теоретизированиях. Наконец, в одной из лабораторий произошел прорыв. Исследователи заметили, что некоторые символы повторяются чаще других. Это дало надежду на то, что можно выделить ключевые элементы, которые могут открыть загадку. Ученые начали анализировать данные более тщательно и выстраивать гипотезы о возможных значениях символов. Это могло стать первым шагом к пониманию. Однако надежды были кратковременными. Анализ, хотя и многообещающий, все еще не давал четких ответов. С каждым новым днем астероид приближался к своему конечному пункту назначения. Ученые осознавали, что любой неверный шаг или медлительность могут навсегда лишить человечества возможности разгадать этот космический ребус. Вскоре все команды ученых объединили свои усилия для создания единой платформы для обмена информацией и результатами. Это было критически важно, чтобы не упустить ни одной детали. Одним из результатов этого сотрудничества стал проект по созданию симуляции, которая могла бы помочь визуализировать возможные значения символов. Это решение открыло новые горизонты для анализа и прояснило некоторые аспекты структуры сообщений. Тем не менее, находясь на грани разгадки, исследователи столкнулись с еще одной проблемой. Астероид продолжал двигаться, и с каждым днем шансов на успешный анализ становилось все меньше. Ученые сейчас не просто работали над расшифровкой, они пытались сохранить то, что уже было открыто, и найти способ продолжить исследование, даже когда астероид покинет Солнечную систему. Скоро появится новая информация, которая может кардинально изменить все представления ученых о послании. Это открытие не только может открыть страницы истории, но и, возможно, изменить наш взгляд на место человечества в космосе. Исследования, связанные с загадочным посланием, заставили ученых обратиться к истории. Они начали анализировать возможности существования древних цивилизаций, которые могли оставить следы на астероиде. Зачастую при изучении древних текстов образы и символы становились ключом к пониманию целых культур. Исходя из этого, ученые решили, что их задача не только расшифровать символы, но и понять, какие цивилизации могли быть связаны с этим посланием. Рассматривая древние письменности, исследователи обратили внимание на несколько известных цивилизаций, таких как шумеры, египтяне и майя. Их системы письма, в частности, стали основой для поисков параллелей с найденными символами. Каждое из этих древних обществ оставило уникальный след в истории, и ученые надеялись, что эти следы могут оказаться связаны с находкой. Шумерская цивилизация, возникшая в 3-м тысячелетии до нашей эры, известна своей клинописью. Эти символы были не просто знаками, а целыми словами и фразами. Исследователи начали сопоставлять некоторые символы с шумерскими иероглифами. Однако, несмотря на все усилия, ни одно из сопоставлений не дало четкого ответа. Символы на астероиде выглядели гораздо более сложными и загадочными. Древний Египет с его великолепными иероглифами также стал объектом внимания. Ученые пытались найти сходство между символами астероида и изображениями, найденными в гробницах фараонов. Однако, как и в случае с шумерами, идентификация оказалась бесполезной. В этих символах не прослеживалась логика, характерная для египетских иероглифов. Майя, известные своей сложной письменной системой, были еще одной цивилизацией, на которую обратили внимание. Их иероглифы использовались для записи истории, астрономии и религии. Исследователи потратили много времени на изучение этих символов, но, увы, нашли лишь редкие совпадения, которые не могли объяснить содержание послания. Важным аспектом исследования стало понимание того, как древние цивилизации общались друг с другом. Ученые начали собирать данные о возможных путях передачи знаний и культуры, надеясь, что это поможет им лучше понять символы. Исследование древних торговых путей, миграций народов и культурных обменов дало новые идеи для анализа. Эти связи могли указать на то, что символы на астероиде — это не просто местное сообщение, а нечто, что пересекало время и пространство. В это время внимание всей научной общественности начало сосредотачиваться не только на символах, но и на контексте их появления. Какие события могли предшествовать отправке сообщения? Какие цивилизации могли быть внедрены в процесс? Эти вопросы подстегнули интерес ученых и вызвали энтузиазм в обсуждениях. Все понимали, что время идет, и астероид может покинуть Солнечную систему в любой момент. Объединив усилия, группы ученых разработали план, чтобы расширить свои исследования. Они начали сотрудничать с историками и археологами, чтобы глубже изучить возможные связи между древними цивилизациями и содержимым послания. Этот подход позволил привлечь новые идеи и техники анализа, которые могли бы помочь в понимании структуры символов. Однако, несмотря на все усилия, символы оставались загадкой.
Применение новых технологий, таких как искусственный интеллект, не дало ожидаемых результатов. Алгоритмы, которые могли анализировать текст и выявлять закономерности, не смогли распознать ни одной последовательности, которая могла бы указать на звуковое произношение, структуру или значение. Несмотря на это, исследователи не теряли надежды. Каждое новое открытие, даже если оно не приводило к немедленному успеху, давало новые идеи и направления для дальнейших исследований. Они понимали, что любая мелочь может оказаться решающей. Это был урок из истории. Иногда именно в самых неожиданных местах скрыта разгадка. В процессе работы над расшифровкой загадочного послания ученые неожиданно столкнулись с дополнительной проблемой. Астероид двигался все быстрее, и времени оставалось все меньше. Каждый новый день приближал его к горизонту, где возможность изучения символов могла исчезнуть навсегда. Это создавало дополнительное давление на команды, которые работали круглосуточно, стремясь сделать все возможное для достижения успеха. Параллельно с этими усилиями ученые начали создавать базы данных, в которые входила информация о всех известных древних цивилизациях и их письменах. Это стало основой для дальнейшего анализа и поиска возможных связей. Каждый символ с астероида заносился в систему, и ученые надеялись, что в этом массиве данных появится нечто, что поможет им разгадать секрет. Вскоре настала пора, когда каждая новая идея воспринималась как потенциальная подсказка. Исследователи начали использовать кросс-аналитические методы, комбинируя данные из различных источников, чтобы попытаться выявить закономерности, которые могли бы указать на происхождение символов и их возможное значение. Это был сложный и многогранный процесс, который требовал от ученых огромного терпения и упорства. С каждым новым шагом в исследовании становилось ясно, что послание на астероиде может оказаться гораздо более значимым, чем все предполагали. Ученые понимали, что каждое открытие приближает их к разгадке, но также осознавали, что время становится их противником. В ожидании следующего прорыва они продолжали упорно работать, надеясь, что однажды смогут показать всему миру, что скрывается за этими загадочными символами. В тот момент, когда ученые начали объединять результаты своих исследований, в одной из лабораторий произошел неожиданный прорыв. Обнаруженные символы оказались не просто случайными знаками, а чем-то, что, похоже, имело свою структуру. Команда лингвистов заметила, что определенные символы повторяются с большей частотой, чем другие. Это открытие вызвало настоящий восторг. Ученые поняли, что, возможно, именно эти повторяющиеся символы и могут служить ключом к расшифровке послания. Работа в лаборатории усилилась. Образцы символов были занесены в продвинутую компьютерную базу данных, и исследователи начали использовать алгоритмы для анализа частоты встречаемости и соседства символов. Каждый день приносил новые данные, и внимание научных групп сосредоточилось на этих повторяющихся элементах. Ученые начали строить гипотезы о том, что символы могут представлять собой корни слов или даже целые фразы. Между тем, скорость астероида продолжала расти, и время поджимало. Каждая минута на счету. Ученые понимали, что находка может оказаться бесценной для всего человечества. Они должны были сделать все возможное, чтобы разгадать послание, прежде чем астероид покинет пределы Солнечной системы. Поэтому команды стали работать круглосуточно, не щадя сил. Исследователи обменивались идеями, проводили видеоконференции, и даже некоторые команды работали в ночные смены, чтобы ускорить процесс. Вскоре одна из групп ученых выдвинула теорию о том, что символы могут представлять не только речь, но и визуальные образы. Они начали анализировать символы с точки зрения их возможной графической интерпретации, что стало новым направлением для работы. Это дало второй шанс всем участникам проекта. Они начали визуализировать идеи, используя компьютерные программы. Целые команды художников и дизайнеров подключились к процессу, создавая иллюстрации на основе интерпретации символов. Это стало настоящей кросс-дисциплинарной работой, объединяющей лингвистов, астрономов и графиков. В процессе анализа ученые начали выявлять некоторые закономерности. Например, некоторые последовательности символов могли указывать на действия или состояния. Это обстоятельство открывало новые горизонты для понимания. Каждое новое открытие как будто подкидывало дрова в костер исследований, разжигая еще больше интерес и напряжение. Тем временем внимание средств массовой информации к находке возрастало. Газеты публиковали статьи о том, что астероид с загадочными символами может изменить наше представление о космосе. С растущим интересом со стороны общественности ученые начали организовывать пресс-конференции, где делились последними новостями о своей работе. Научные группы делали все возможное, чтобы избежать утечки ненадежной информации, поэтому каждая новость о находке воспринималась с осторожностью. Однако это не останавливало журналистов, которые искали сенсации. Они подбирали каждое слово, обрамляя его в контексте возможного контакта с инопланетной цивилизацией. Обсуждения на форумах и в социальных сетях становились все более яркими и эмоциональными. В один из дней, когда все внимание было приковано к лабораториям, сотрудники одной из научных групп сделали важное открытие. Они обнаружили, что определенные символы могут быть связаны с математическими концепциями.
Это открытие стало настоящим прорывом. Ученые начали пересматривать свои подходы к расшифровке, вводя в работу математические модели и логические схемы. Это открывало новые горизонты для понимания, и в воздухе витала атмосфера напряженного ожидания. Научные сообщества по всему миру начали активно участвовать в этой беготне за разгадкой. В ходе обсуждений возникали новые идеи. Ученые всячески старались обмениваться мнениями и результатами, понимая, что именно сотрудничество может привести к успеху. В это время в одной из лабораторий произошел еще один неожиданный поворот. И исследователи заметили, что определенные символы, которые ранее считались случайными, могут иметь свое собственное значение. Они начали экспериментировать с изменением порядка символов и оценивать, как это может повлиять на общее значение сообщения. Каждый новый шаг в анализе символов приближал их к разгадке. Исследователи начали чувствовать себя на грани открытия. Объединив данные из различных источников, они начали работать над сводной таблицей, где фиксировались все найденные закономерности. Стратегии анализа становились все более продуманными и разнообразными, и вскоре стало очевидно, что работа движется к кульминации. По мере приближения астероида к его конечной траектории, многие ученые начали осознавать, что это не просто исследование. Это было нечто большее, возможность поднять завесу над тайной, которая не давала покоя на протяжении веков. Что если это послание действительно было чем-то значимым, и если оно имело возможность изменить наше восприятие места человечества в космосе? Каждое новое открытие обострило это чувство. Ученые старались не упустить ни одной детали, ведь время было против них. Пока астероид стремительно покидал Солнечную систему, команда ученых, работающих над расшифровкой загадочного послания, подошла к критическому этапу своего исследования. Каждый новый аналитический шаг становился все более значимым и напряженным. Учитывая, что время неумолимо ускользало, исследователи понимали, что каждая минута на счету. Они сосредоточились на том, чтобы извлечь как можно больше информации из найденных символов, прежде чем астероид уйдет за пределы досягаемости. На этом этапе внимание ученых сосредоточилось на математических закономерностях, которые могли скрываться в послании. После того, как в одной из лабораторий было сделано открытие о возможности связи некоторых символов с математическими концепциями, исследователи начали искать логические структуры, заложенные в эти загадочные знаки. Используя вычислительные алгоритмы и математические модели, ученые попытались сопоставить символы с известными числовыми системами. Это привело к созданию новых гипотез о том, что послание может содержать не только текст, но и информацию, закодированную в форме чисел. Команды лингвистов и математиков объединили свои усилия, чтобы разработать стратегию, позволяющую более точно анализировать символы. Они начали создавать таблицы, где фиксировали частоту появления определенных знаков и их комбинаций. Результаты этих исследований начали показывать, что некоторые символы повторяются в определенных последовательностях, что может указывать на наличие слов или даже предложений. Это открытие вдохновило исследователей, наконец-то появилась возможность найти ключ к разгадке послания. Тем временем внимание общественности к находке продолжало расти. Новости о странном послании с астероида разлетелись по всему миру, и вскоре возникли спекуляции о том, что же именно может скрываться за этими загадочными символами. Газеты и новостные каналы активно публиковали статьи и репортажи, теории о том, что это может быть обращение инопланетян, заполнили социальные сети. Ученые, несмотря на этот шум, старались сосредоточиться на своих исследованиях, понимая, что их работа может открыть новую главу в истории человечества. В этот критический момент, когда астероид приближался к своему выходу из Солнечной системы, в одной из лабораторий произошло еще одно важное открытие. Исследователи обнаружили, что определенные символы, которые до этого времени считались несвязанными, могли представлять собой не только слова, но и какие-то образы или идеи. Это открытие дало новый толчок для анализа, и команды начали визуализировать возможные значения символов с помощью графических программ. Они создали иллюстрации, которые могли бы интерпретировать символы и их сочетания, что добавило новый уровень понимания. Как только эти визуализации были готовы, ученые провели первый эксперимент, показывая изображение широкой аудитории. Их реакция была неожиданной. Некоторые люди начали высказывать идеи о том, что эти символы могут быть частью карты или даже указанием на какие-то места в космосе. Это вдохновило исследователей на дальнейшие исследования в этом направлении, и они начали проверять, существует ли какая-либо логическая связь между символами и астрономическими объектами. С каждым новым открытием стало очевидно, что послание, возможно, содержит информацию о других цивилизациях или планетах. Ученые начали расширять свои исследования, проводя симуляции и моделируя возможные сценарии, как это сообщение могло быть отправлено. Они также начали анализировать данные о других астероидах и кометах, которые могли быть похожи на этот. Все эти усилия направлены на то, чтобы понять, откуда и почему было отправлено это послание. В то время как эти исследования продолжались, давление на ученых возрастало. Астероид двигался быстрее, и в любой момент он мог покинуть пределы Солнечной системы.
Это подстегивало исследователей работать еще усерднее. Весь научный мир был настроен на успех, но вместе с тем многие чувствовали, что времени недостаточно. Некоторые команды начали организовывать специальные круглые столы, на которых обсуждали, как оптимально распределить оставшиеся усилия, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ситуация становилась по-настоящему критической, когда в одной из лабораторий произошел неожиданный поворот событий. Обнаружив, что символы могут быть связаны не только с математическими концепциями, но и с языковыми структурами, ученые начали детально анализировать каждую из возможных теорий. Они стали проверять, как определенные комбинации символов могут соотноситься с известными языковыми системами. Этот подход открыл новые горизонты для анализа, и вскоре на горизонте замаячила надежда на успех. С приближением астероида к его конечному пункту назначения команды со всего мира отчаянно искали возможности, чтобы объединить свои усилия и знания. Каждый из исследователей понимал, что это не просто ученая работа, это был шанс изменить представление человечества о нашем месте в космосе. Что если это послание действительно несет в себе важную информацию о других цивилизациях? Каждое новое открытие все больше увеличивало напряжение и ожидание среди ученых, которые работали круглосуточно в надежде сделать последний рывок к разгадке. Смертельная гонка с временем продолжалась, и каждый знал, что их усилия могут стать решающими в этой захватывающей и необычной истории, которая только начинала разворачиваться.